Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Дилан капризничает и входит, Бэрон следует за ней в комнату. Несмотря на то, что Бэрон говорит, что сожалеет, у него есть срочная работа, Дилан идет за ним и спрашивает, что ты от меня скрываешь. В этот момент приходит Гузем и сообщает, что в саду вас ждет господин Акиф, господин Баран. Джавахир очень зол на своего отца из-за шрама, оставшегося на его лице после пощечины, которую он ему дал, и говорит: «Я призову его к ответственности за то, что он причинил, но только после Барана». Когда поэт спрашивает начальника, будем ли продолжать, Джавахир отвечает: «Конечно, если бы мы боялись железа, мы бы за него не взялись. Мы просто подождем, пока все успокоятся». Когда Акиф говорит, что мы подождем, пока Джавахир совершит ошибку, Баран говорит: «Я устал ждать, этот человек заплатит цену за то, что он со мной сделал, не пытайся меня остановить. Если вы или кто-то другой остановите его, он скажет, что не будет слушать». Дилан слышит эти разговоры и говорит: «Поэтому я знал, что он охотится за Джавахиром». Когда Акиф видит Дилана, он уходит, говоря: «Я пойду». Дилан собирается войти внутрь, когда Бэрон кричит и говорит: «Стой и послушай». Потом, когда он приходит к Дилану и говорит, что не нужно долго говорить, Дилан заходит и говорит: «Ты прав, я не думаю, что есть о чем говорить». Когда Дилан входит на кухню, Бэрон следует за ним и пытается поговорить с Диланом, но Дилан пытается не говорить, просто говоря: «Я сказал, что ты прав, если есть что сказать еще, я тоже это скажу». Бэрон уходит из кухни и говорит, что должен найти этого человека, чтобы наша семья больше не пострадала. Когда госпожа Сабиха спрашивает, что произошло, она объясняет, что не смогла помешать Барану и очень сожалеет об этом. Баран вместе со своими братьями отправляется в набег и душит человека, связанного с Джавахиром. Джевдет решает сформировать группу, чтобы держать друг друга в курсе событий о ребенке. Пока Дилан задумчиво сидит у камина, глаза Дилана наполняются слезами, когда Сабиха говорит ему, что она завершила все приготовления к отъезду. Затем, когда я говорю, что хочу провести день в особняке, где имя Джавахира не упоминается, Сабиха говорит, что это тоже произойдет. Баран с этим справится, не бойтесь. Когда госпожа Сабиха просит чаще звонить Брене, Дилан говорит: «Разве я не могу тебе позвонить? Ты не сможешь сосредоточиться на своей работе, разговаривая со мной», и они обнимаются и плачут. Харун говорит Ясмин, что хорошо, что вы пришли, и дает ей браслет, который нашел в магазине, говоря, что нашел его на земле. Харун говорит, что он очень боится за Ясмин и рад, что Ясмин беспокоится о нем. Когда Харун говорит, что мне нужно с тобой кое о чем поговорить, Ясмин спрашивает, о чем это, и ждет, думая, что это наконец-то до нее дошло. Когда Харун затем меняет тему и говорит, что на плите есть еда, Ясмин говорит: «Да ладно, мистер Харун, вы не сможете убежать», а затем встает, чтобы я могла проверить еду. Когда Харун встает от Ясмин, он говорит: «Ну, госпожа Ясмин, это не так просто, я ждал, вы подождите немного». Дюль и Дилан ждут, пока бараны придут в особняк, но так и не приходят. Когда госпожа Сабиха произносит прощальную речь перед людьми в особняке, она говорит: «Я ухожу, но мои мысли здесь. Проблема Джавахира меня очень беспокоит, и Баран никогда не сдается». Господин Кудрет говорит, что Баран в отчаянии, когда дело касается его семьи. Госпожа Сабиха говорит, что я знаю отца Джавахира, Надира Шейханлы, из делового мира, его репутация очень важна для его защиты, он может быть очень опасным человеком. Тем временем, когда к ним приходит Дилан, они отказываются от этой темы. Из двери доносятся голосы Джихана и Ферата, за ними следует голос Барана, и они входят, болтая. Баран говорит, что они не были голодны, пошли в ассоциацию, немного помогли и поужинали там. Попрощавшись с Гэжой Сабихой Баран и подойдя к двери, чтобы уйти, Дилан зовет ее вслед: «Мама», и они бегут, снова обнимают друг друга и плачут. После того, как Сабиха Ханем уходит, Хасан чувствует боль в груди и несчастный уходит.
Пока Харун считает деньги, он не может оторвать глаз от Ясмин. Пока он пытается пересчитать их снова и снова, когда Ясмин приходит к нему и настаивает, что работа окончена, «Ты хочешь мне что-нибудь сказать, Харун?» Злится, говоря, что нет ничего, я бы так сказал. Пока они все сидят в гостиной, Дилан грустит из-за ухода матери, но когда Дилан внезапно держит Барана за руку, Берен реагирует так, как будто ему ее жаль. Дилан смотрит на ладонь Барана и спрашивает, что случилось. Ферат и Джихан говорят, что в этом нет ничего страшного, произошел небольшой конфликт с людьми Джавахира. Дилан говорит, нам нужно переодеться, так что пойдем в комнату, берет Барана и идет в комнату. Баран и остальные очень удивляются тому, насколько спокоен Дилан. Пока Дилан спокойно одевается, Берен спрашивает, собирается ли он что-нибудь сказать, и Дилан отвечает, что это всего лишь маленькая царапина. Когда Берен спрашивает, почему вы не спрашиваете, как, Дилан отвечает, что у вас конфликт с людьми Джавахира. Когда Гуль приходит в ее комнату с Фератом, она спрашивает, почему бы тебе не сказать мне, куда ты идешь, и как долго это будет продолжаться. Ферат отвечает, пока не поймают Джавахира. Чтобы не разговаривать с Диланом Бараном, она говорит, что моя мама помогала мне на кухне, хотя это был ее последний день, так что, должно быть, она меня привлекла. Она говорит странные вещи, говоря, что завтра у фонда ифтар, и игнорирует, что Баран называет ее Дилан. Когда Берен внезапно хватает ее, Дилан говорит ей отпустить, это будет больно. Берен крепче обнимает Дилана, говоря, что он не такой большой, как ты, и Дилан плачет. Гуль, с другой стороны, говорит Ферату, что ты только что вышел из операции и у тебя очень свежие швы, поэтому мой брат оставил меня. Когда Гуль на самом деле не верит в это, Ферат признается и смеется, что я могу сделать, Гуль. Я не могу смотреть на происходящее, но если бы ты видел нас, мы 3 брата. Он также счастлив, потому что сегодня впервые назвал своего брата братом. Когда Дилан спрашивает, что если бы с тобой что-то случилось, Берен говорит, что этого не произошло. Затем, когда вы спрашиваете свою мать, говорила ли она что-нибудь, когда уходила, Дилан отвечает, я буду приходить часто, и тебе тоже следует приходить. Берен отвечает, мы пойдем, и произойдут перемены. В тот момент, когда у него болит рука, Дилан сразу же начинает волноваться, но Берен считает это пустяком. Когда Дилан сообщает Барану, что для вас в кабинете прибыла посылка, он спрашивает, прибыл ли Баран. Когда Дилан спрашивает, почему и что в этом пакете, Берен говорит, что нечего не сказать. Затем они решают пересмотреть фильм, который видели раньше. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.